Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас особенный выпуск. Дело в том, что 9 октября 2022 года ожидается прекрасное полнолуние. Но давайте мы более подробно рассмотрим, что мы можем делать в этот период с момента полнолуния 9 октября и включительно по 12 октября 2022 года. Начнем рассмотрение наших важных дел в этот период с агрогороскопа. Итак, с 9 по 12 октября время киевское. У нас 2 дня – это само полнолуние, и далее сожженный путь полнолуния, первые сутки сожженного пути полнолуния, очень серьезное, ответственное дело, и этот период будет находиться Луна в знаке Овен. Естественно, когда полнолуние, никаких посевов не проводим, рассаду не трогаем, никакие растения не беспокоим. Для цветов и комнатных цветов в знаке Овен, да при таком положении Луны, только активно занимаемся защитой от вредителей и болезней. Помните, в комнате, в доме нужно защищать. Кстати, цветы это у нас в это время цветут хризантемы. Нужно защищать от тли и других вредителей. Используйте, да, если они в теплице, используйте биопрепараты. Тем более, если они находятся в комнате или на балконе в лоджии. Итак, для этих растений защита – это вопрос номер 1. Поливы в знаке Овен бесполезны 2 дня, а без поливов и подкормки опасны. Тем более очень высокое энергетическое поступление идет из космоса. Растениям и этого достаточно, им не нужны в это время подкормки, они опасны. В саду полнолуние, только собираем урожай созревший и закладываем этот урожай на хранение. Но если есть необходимость, можете подготовить ямы, если не готовы, для посадки садовых растений. Ведь 12 числа будем высаживать. Поэтому заранее все делайте. И затем очень быстро этот весь ворох этих задач, весь план, очень много у меня заданий, тогда очень легко это решается. Все заранее готовим. Зеленые операции в полнолуние, не дай Боже, не проводим ни в коем случае, это гибель растений. Собираем урожай, причем не только в саду, но и в огороде, в теплице, и делаем различные заготовки. В Овне получается очень хорошо. А вот квашение капусты отменяется из-за того, что в Овне получается горьковатая и сухая капуста. Но мы сможем чуть-чуть позже уже этим заняться. Настойки зато получаются в Овне прекрасные, полнолуние. Очень хорошие, получаются, ценные настойки и лекарственные, и слабые алкогольные напитки. И сбор лекарственных трав в это время хорошее дело, потому что травы в это время как раз наполнены всеми энергиями космоса. Собирайте, и сейчас очень актуально сбор ягод различных, собирайте и сушите или делайте настойки. Рыбалка в это время никак не получается. Для комнатных овощей, те, кто выращивает помидоры, огурцы и так далее, перцы, защита от вредителей болезней. Обратите внимание, тля белокрылка одолевает. Ваши сообщения об этом свидетельствуют. Ну вот еще у нас один день сожженного пути полнолуния до 23 часов 56 минут 11. Я его отдельно сейчас озвучу. И 12 это у нас будет очень важный день, продуктивный день, и когда мы сможем очень много дел сделать. Итак, давайте 11 вернемся. Сожженный путь полнолуния. Проверили. Очень сильно работает энергия сожженного пути полнолуния. Вот это вторые сутки. И мы не сеем в это время, не высаживаем рассаду, не пересаживаем, ничего не делаем в плане посевов посадок. Для цветов это знак Телец уже. Для цветов актуальны будут поливы, а также продолжаем защиту от вредителей и болезней. Это для комнатных растений, комнатных цветов тоже вот такие важные агроприемы.
Поливы прекрасно. Подкормки немножко подождите. Еще сожженный путь полнолуния, еще много энергии. Они не будут использованы растениями, поэтому нужно немного подождать на следующий день. Далее, для сада поливы, защита от вредителей и болезней, то же самое. Поливы там, где осадков не было, а даже, кстати, и осадки проверяйте. Бывает, если осадки идут в период знака стихии воздуха или огня, то, естественно, эти осадки смываются, и потоки различные в почве уходят, и растения остаются без влагозарядки. Перед зимой нужно обязательно хорошую влагозарядку сделать в саду, тем более в Тельце можно эту работу сделать. Зеленые операции еще не проводим, и еще сожженный путь полнолуния. Собираем урожай в Тельце, тоже очень хорошее время, заготовки различные дел. И вот, квашение капусты, те, кто спрашивал, пожалуйста, в Тельце очень вкусная капуста получается. Настойки прекрасные получаются, качественные, лекарственные травы тоже собираем. Рыбалка, к сожалению, еще не время. Ну а для комнатных овощей актуальны поливы и снова же защита от вредителей и болезней. Ну а теперь вот наш долгожданный день, 12 октября. Очень хороший период. Сразу же отвечу тем, что кто будет мне писать, что 13-го тоже до 8 утра это знак Телец. Сразу же говорю, 13-го с 0 часов 44 минут и до 8 часов 8 минут будет Луна без курса. Это время без аспектов. А поэтому спящая Луна нам ничего хорошего не даст. Так что все работы, которые вы хотите сделать, запланируйте и выполните 12 октября в продуктивном, прекрасном знаке Телец. Этот знак в нашей семье любят все абсолютно, потому что в этом знаке всегда все можно делать и все прекрасно получается. И эта среда как раз хороший период. Период середины недели, ну вот кто-то работает хотя бы вечером, что-то можете сделать, или рано утром, потому что вход в знак Телец тут все 24 часа у нас продуктивны. Итак, что можно посеять или посадить? Те, кто спрашивал по поводу озимого чеснока и лука, именно на луковицу можно высаживать. Да, после сожженного пути полнолуния уже несколько лет те, кто с нами высаживает лук и чеснок озимые, прекрасный урожай получают в следующем году. И используйте это время. И пишу все вершки и корешки, потому что многие спрашивают в теплице. Кто-то хочет посеять для выращивания в комнате какие-то семена овощей, то ли цветы. Пожалуйста, в этом знаке все, что вы хотите посеять, высадить, и то, что дает урожай сверху над землей, и то, что дает урожай в земле, корешки, все это можно сеять все 24 часа. Работаем с рассадой тоже все 24 часа. И посадка, и перевалка, пересадка. Можно комнатные растения перевалку сделать, пересадить. Все прекрасно в Тельце получится. Для цветов. Вот для цветов очень интересно. Здесь надо успеть посадить луковичные цветы весенние и все другие, не только луковичные. Нужно заниматься поливами. И вот, кстати, подкормка меньше 50 или менее процентов используйте, чем вот указано в инструкции. Нужно меньше использовать, потому что у нас еще очень большие энергетические потоки из космоса идут, и растения их получают и используют. Ну, естественно, будет актуальна пересадка, перевалка, поливы. Ну, вот все, что вам нужно делать с цветами, комнатными цветами, делайте. Здесь вот, кстати, у меня вопросы по поводу перевалки. Хризантем покупают в горшках. Вот это хорошее время. Только больше количество горшок, и там должна быть другая земля. В дни Тельца очень хорошо поливать растения и уже давать подкормочки, но 50%. Идем дальше. Сад. Вот здесь очень много дел нужно сделать. Почему я говорила, приготовьте посадочные ямы, потому что нужно высаживать саженцы любых, абсолютно любых садовых растений. Здесь и еловые, и плодовые, и ягодные, декоративные. Все, что вы решили высаживать, высаживайте в этот день.
Замечательное время. Да, и кто-то малину спрашивал, когда смородину. Все вот это пересадку делайте, посадку, пересадку. Все, что получили по почте, очень хорошо высаживать. Продуктивное время, телец, хорошая корневая система, не быстро растет растение, укореняется хорошо. Затем каждый год мы получаем на здоровом растении хороший урожай ягод и плодов. Так что используйте этот период. Этот золотой день 12 октября 2022 года. Далее. Ближе к вечеру уже можно заниматься зелеными операциями. Ближе к вечеру. Сбор урожая. Ну вот снова же вернемся к зеленой операции. Меня спрашивают часто вот в последнее время, ну как же быть, нужно обрезать там корешки, обрезать верхушку у саженца. Я вообще стараюсь вообще корни не трогать, но верхушку, допустим, надо обрезать. Ближе к вечеру подготовьте все, только потом обрезали и посадили, и сразу же все у вас завершена вот эта посадка. Вот такой один из вариантов. Или же посадили, а уже вечером взяли и обрезали нужное количество там веточки или веточки, несколько штук. То, что нужно обрезать, обрежете вечером. Очень хорошо в это время собирать урожай. Заготовки различные вкусно получаются и хорошо хранятся. Квашение капусты. Вот это супер время. Кстати, квасить капусту можете до утра, до 6 часов утра 13-го. На квашение капусты не влияет луна без курса. Здесь тоже можно, вот сразу же наперед вам об этом говорю. Настойки прекрасно получается. Собирайте лекарственные различные ягоды, травы, все, что в вашем регионе растет, и вы собираете прекрасное время. Рыбалка еще. Не планируйте ее. Для комнатных овощей посадка рассады, пересадка рассады, перевалка рассады в большие емкости, контейнеры, поливы, подкормки 50% от того, что написано в инструкции. А теперь рассмотрим следующую рубрику. Луна для нашего дома, а также для здоровья с 9 по 12 октября 2022 года. Время киевское. Энергии. Очень главный такой важный вопрос. Какие же энергии? У нас полнолуние 9 октября 2022 года. Полнолуние – это всегда оппозиция, напряжение, оппозиция Солнца и Луны. Тем более в Овне тоже Овен дает напряжение особое. И вот этот период сложный, практически в это время лучше ничего не начинать и ничего не покупать. Но мы приближаемся к тому моменту, когда мы сможем уже это все сделать. И начинать какие-то дела и покупки большие, крупные делать. И вот с 10 числа как раз начинаются благоприятные аспекты. Благоприятные аспекты – это здесь у нас будут и Венера, и Меркурий в весах, и Солнце. А это все, весы – это равновесие. А равновесие – это значит, начинается прекрасный период, когда легко все будет начинать, и покупки ваши будут приятными и долго вам служить. И так можно, кстати, здесь даже тригон от Солнца к Марсу и Сатурну работает, тоже прекрасный аспект. Солнце в аспекте с Марсом, тоже хороший аспект. Солнце с Сатурном, все везде благоприятные аспекты. Единственное, что пик энергии квадрата Марс-Нептун и начало периода статичного Сатурна 12-го. Но это особо не играет роли, вот это пик энергии квадрата. Играют вот эти важную роль все аспекты положительные, позитивные, благоприятные аспекты. И можно их назвать одним – равновесие. Все эти планеты, нам Венера, Солнце, Меркурий, предоставляют прекрасную возможность для того, чтобы вот использовать для покупок и для начала дел. Это у нас и понедельник, вторник и среда. Вот первые 3 дня за октябрь месяц – самые лучшие дни для того, чтобы начинать новое дело. Ну и покупать хорошо. Единственное, что 12-го
Нельзя проводить сделки по недвижимости. Телец этого вам не простит. Здесь вот эти энергии как раз противостояния, они не дают возможность сделать правильную покупку, поэтому вот этот день исключайте. Лучше сделать это 10-11. Итак, мы по энергиям с вами разобрались все эти дни. 4 дня, они у нас благоприятные практически, кроме вот сложного дня самого полнолуния, когда оппозиция на небе Солнца и Луны. А теперь переходим к дням, когда у нас домашние какие-то дела нужно правильно организовать. Так вот, если вы не топили еще печку, еще не пробовали разжигать огонь в камине, самое время 9 и 10 это сделать. Будет хорошо гореть и не будет дыма. Но помните, если это первый раз, значит нужно с маленького количества. То ли бумага, или же сухой спирт прекрасно прогорает. И вот эта пробка, которая находится в дымоходе, она легко разбивается, и тогда печка хорошо горит. Постепенно увеличивайте количество дров. И еще Овен, полнолуние. Будьте внимательны. Электроприборы, газовая плита, все это и какие-то костры, потому что у нас здесь воскресенье, будьте внимательны, они могут привести к пожарам. Это вот такие 2 дня очень опасные для пожаров, которые очень быстро зажигаются даже вот сейчас в эту погоду. А теперь приступим к тому, что касается ближе нашего тела. А это не только близко, голова наша. Итак, в Овне, да еще в полнолуние, нельзя стричь волосы, нельзя стричь ногти. И нельзя, не то что полнолуние, а Овен, знак стихии огня, нельзя красить волосы. Просто сгорают волосы, и потом восстанавливать приходится все сначала. А вот мыть волосы можно в это время. Уход за кожей бесполезно, знак стихии огня. Очистка кожи еще нет, очищения организма тоже нет. Рукоделие в Овне – бесполезное дело. Для приготовления хорошего теста нужно или добавлять жидкость, или же уменьшать количество муки, то, что записано по рецепту. Стирку пишу и уборка нет, потому что качество очень плохое, быстро высыхает и стирается очень плохо. Даже если там уже и пятновыводитель задействуешь, все равно качество не такое. Ремонт и проветривание вещей в знаке Овен шикарно получается, и энергии очень много. Хотя берегите себя полнолуние, не перетруждайтесь, потихонечку все делайте, у вас все получится, хватит и энергии, и качество будет хорошее. Ну и вещи тоже высохнут и проветрятся хорошо, все будет прекрасно. Есть у нас еще вот этот день сожженного пути полнолуния, 11-го, и я его тоже выделяю. 12-го будет чуть-чуть по-другому, поэтому мы смотрим. 11 октября нельзя еще стричь волосы, это у нас время сожженного пути полнолуния, нельзя стричь ногти, нельзя красить волосы, естественно, в это время, не беспокоим волосы. Это наши антенны и связь с космосом. Поэтому бережем, тем более особенно в это время наши волосы, антенны настроены на космические энергии, на прием космических энергий. Так что не беспокойте их, а вот мыть волосы можно. Вот что касается ухода за кожей в Тельце, это прекрасное время, вот эти питательные маски прекрасно работают. И начинается период очистки кожи. И это вот период 11 начинается именно утро. Начинаем с утра вот эти процедуры. Ну, если есть еще чистотел, используем чистотел, или же другие какие-то, то ли лекарственные растения, то ли аптечные какие-то лекарства. Ну, у каждого свое. Очищение организма в это время нельзя проводить. А вот рукоделие прекрасно в Тельце, замечательные, красивые вещи получаются. Кстати, энергия очень сильная, идеи записывайте, очень хорошие подсказки будут идти с космоса. Зарисовывайте, записывайте, будет прекрасно все.
Для теста это норма, стирка прекрасная и уборка генеральную можно делать, хотя это вторник. А вот ремонт и проветривание вещей не делаем. И вот теперь мы пришли к тому дню, уже меня спрашивали, когда же можно стричь уже наконец-то волосы. А вот смотрите, 12-го здесь уже чистые энергии, и можно наконец-то стричь волосы, можно стричь ногти, можно красить волосы уже в это время. Мыть волосы, естественно, продолжаем. Уход за кожей, вот эти питательные маски прекрасно. Дни корня впитывается очень хорошо каждую клеточку. Очистка кожи уже продолжается, но очищение организма еще не делаем. Рукоделие прекрасно, для теста норма. Стирка и уборка тоже очень хорошее время, генерально можно провести. А также с ремонтом и проветриванием вещей, как и 11-го, 12-го, мы этим делом не занимаемся. Качество ремонта очень плохое, ну и вещи притягивают запахи и влагу. А теперь поговорим о здоровье, о нашем здоровье. На что нужно обратить внимание? 9-10 октября Луна будет находиться в знаке Овен. И это дни полнолуния и сожженного пути полнолуния. Это очень сложный период. Обычно в это время лучше не проводить любые операции. Но есть еще особые предостережения. Ведь в дни нахождения Луны в знаке Овен уязвимы наша голова. Это и кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния, зубы. Все, что входит в состав главного нашего органа, одного из главных головы, все в это время очень уязвимо. Поэтому нельзя проводить операции на голове. Это правило номер 1 в Овне. Уязвимы очень глаза и зубы, головной мозг, носоглотка, другие органы головы. И те, кто спрашивал по поводу операции на глазах, ни в коем случае в этот период не планируйте операции на глазах. И перенесите поход к стоматологу. Это тоже очень важно. Вообще могут возникнуть очень серьезные осложнения при хирургии на голове и при операциях на глазах. В этот период также обостряются радикулиты, ревматические боли, грыжи позвоночника, артрозы, остеохондрозы. Полнолуние – сложный период. Берегите себя в это время. Вторник и среда, 11 и 12 октября Луна будет находиться в знаке Телец, а в Тельце уязвимы горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык и нижняя челюсть. В Тельце нельзя проводить операции на горле, на зеве, на гортани, на щитовидной железе, а также на пищеводе. Он тоже в это время уязвим. И нельзя в это время удалять гланды. Могут возникнуть проблемы с сосудами, атеросклероз, тромбофлебит, а также может обостриться ишемическая болезнь сердца. Ну и очень важна еще одна подсказка. Уязвима в это время область шеи. Но ведь это как раз и важный орган, который держит голову, и в это время в Тельце возможно защемление нервов, а также пережатие сосудов позвонками в области шеи. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами, желая вам здравия, здравия вам и вашим родным и близким, а также тепла и уюта в ваших домах, мира вам и добра. И до новых встреч на нашем канале. Пока-пока!